Всем привет! Хочу показать вам сегодня, как сделать вот такой замечательный пряничный домик. Это будет новогодняя елочная игрушка. Делать ее мы будем, как обычно, из картона и простых доступных материалов. Итак, приступим. Основу пряничного домика будем делать из гофрированного картона от пиццы по такому эскизу. Рисую и вырезаю две детали домика: переднюю и заднюю часть стены с фронтонами. Ширина детали 6,5 см. Высота стены 5,5 см. А высота всего домика с фронтоном 11 см. Ссылку на все мои шаблоны вы найдете в описании под видео. Вырезаю прямоугольные детали для боковых стенок 5,5 на 5,5 см. На 3 стенках домика рисую окошки, а на 4 полукруглую дверь. Вырезаю их. Собираю домик с помощью термоклея. Боковые стеночки вклеиваю внутрь. Как поняла впоследствии, дверь вырезала я зря. Теперь рисую два прямоугольника 7 на 7,2 см. Это будет крыша. Приклеиваю детали крыши. Каркас домика готов. Торцы и некрасивые края обклеиваю салфетками. Из тонкого картона вырезаю прямоугольник шириной 6 см и длиной примерно 10 см. Это будет труба. Какой же домик без нее? Заворачиваю картон в рулончик, придавая трубе форму цилиндра, и фиксирую клеем. Примеряю к домику и на глаз рисую косую линию среза, чтобы труба идеально села на крышу. Отрезаю лишнюю часть трубы. С первого раза не получилось сделать хорошо, труба наклонялась в сторону, поэтому делаю срез уже под другим углом. Приклеиваю трубу на термоклей. В своей работе над пряничным домиком я использовала самодельную массу из рисовой муки и столярного клея ПВА. Хранить такую массу нужно обязательно в закрытом пакете. На воздухе она быстро засыхает. Для черепицы крыши леплю из массы маленькие печеньки размером примерно 1,5 на 2 см и толщиной около 3 мм. Выкладываю печеньки, начиная с нижнего ряда, приклеивая на столярный клей ПВА. Пока масса не засохла, сразу же ножичком продавливаю рельеф печенья. Каждый следующий ряд смещаю в шахматном порядке и завожу на предыдущий примерно на 5 мм. Конек крыши можно не закладывать печеньками, там будет другой декор. В середину крыши домика изнутри продеваю веревочку с петелькой и узелком снизу.
Дверь, которую вырезала, возвращаю на место. Из прозрачного пластика вырезаю стекла в окошке размером чуть больше оконного проема. На тонком картоне рисую оконные рамы с закругленными углами и стеклами. Вырезаю окошки маникюрными ножницами и приклеиваю к ним стекла. Получившиеся окна приклеиваю на домик. Сверху на дверной проем приклеиваю еще одну дверь из тонкого картона для объема. Предварительно смазав конек крыши клеем ПВА, раскатываю массу в 2 тонких жгутика. Скручиваю их, имитируя маршмеллоу. Приклеиваю, обходя петельку. Приступаю к декору трубы. Обкручиваю ее жгутиком по периметру. Имитацию маршмеллоу приклеиваю и по углам домика. С помощью термоклея делаю снег на трубе и коньке домика. Слой термоклея можно сделать и потолще. За трубой тоже делаю снег, хотя туда было трудновато забраться. На торцы крыши с передней и задней стороны приклеиваю жгутики из массы. Зубочисткой делаю в них дырочки, имитируя тесто. Пока домик подсыхает, я решила сделать декор на крышу. Из покупной самозатвердевающей массы раскатываю жгутики и скручиваю их в виде баранок. Делаю 2 побольше и 4 поменьше. Декорирую дверь по периметру. Приклеиваю на дверь маленькую круглую ручку. По нижнему периметру домик обклеиваю жгутом теста с дырочками. Обрамляю окно маленькими кругляшами, слегка приплющивая их. Из двойного тонкого жгута скручиваю карамельку.
Делаю таких 4 штуки. Приклеиваю их на фасады домика. Смешиваю акриловые краски, чтобы получить цвет пряничного домика, и покрываю домик. Крашу более темным цветом крышу. Рамы окошек делаю белыми. А дверь темно-коричневой. Имитацию маршмеллоу я решила покрасить зефирно-розовой нежной краской. Вот мне и пригодились краски, которые я покупала весной для пасхальных поделок. Конфетки вокруг окон я покрасила как раз такими нежными пастельными цветами. Белой краской покрываю снежок на крыше и трубе домика. Крашу баранки желтовато-оранжевой краской. Этим же цветом покрываю тесто вдоль крыши, по низу домика и прохожусь сухой кистью по печенькам. Стены домика тоже слегка оживляю желтым цветом, чтобы они не выглядели скучно.
Добавляю еще светло-желтого оттенка в крышу и в жгутики из теста. Расписываю карамельки розовым, светло-зеленым и белым цветом. По маршмеллоу прохожусь сухой кистью слегка розовой и белой красками. Рисую контуром орнамент вдоль крыши. Убираю однотонность двери с помощью другого оттенка коричневого цвета и сухой кисти. Намечаю карандашом орнамент сетки на двери и прорисовываю его белым контуром. Ручку делаю розовой. Придаю домику слегка заснеженный вид. Ну и последний штрих – это украшение пряничного домика баранками. Приклеиваю их на термоклей. Вот такой аппетитный и милый пряничный домик у меня получился. Его можно повесить на елку, а можно украсить интерьер и зажечь в нем светодиодную свечку. Это добавит вашему дому волшебного новогоднего настроения. Такой пряничный домик будет не стыдно подарить друзьям или близким, сделав его своими руками. Ставьте лайки, а кто не подписался, обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить мое новое видео. Желаю всем прекрасного праздничного настроения и удачи! Всем пока-пока!